Так. Так, ну вроде запустился. Сейчас посмотрим. Да. Блин, надеюсь, музыка беспалевная. Вроде как беспалевная. На всякий случай поставим другую, потому что она, конечно, клевая, но... Что-то мне подсказывает, что она не беспалевная. Ленивое гнездо, привет. Сегодня продолжаю прохождение, поэтому это болтливого стрима не получится. Получится прохождение. Так. Блин, столько Dark Country, но непонятно. Но непонятно. Ладно. Как дела? Нормально, Володь, нормально. Как твои? Я видел сегодня у тебя мопсика в Инстаграме. Красивого пирожочка. Вот. У меня все хорошо. Жив-здоров пока. Чуть еще потише музыку сделаю. Все хорошо, жив-здоров. Ну вот. Ничего такого нового особо. Прям. Да, вкусный. Ну да, он такой прям пустечка. Мне понравились сапожки эти маленькие, ботиночки, которые, в которых он бегал. Прям вообще огонь. Вот. Я всегда хотел себе мопса, но мне так лень просто с ним выходить, надо же с ним гулять. Наверное, когда в частном доме живешь попроще. Вот. Выпустил, он побегал. У тебя тоже все отлично. Это хорошо, потому что я смотрю, ты из Дискорда так это пропал. Ну вот, видос спилишь, я смотрю, а вот так поболтать что-то давно уж тебя не было видно. Тебе тоже лень с ним гулять, да? Ну, мне кажется, в частном доме, знаешь, как открываешь, типа, дверь, иди, мопс, иди гуляй, где хочешь. Не знаю, если мой, наверное, конечно, посложнее. В тапочках не выйти. Потому что я раньше думал, да, вот я встаю рано, типа, туда-сюда. Вот, а потом, блин, да вот куда-то уехать, там еще что-то. Кошки насыпал пожрать, она сидит, кушает. Вот. Времени нет в Дискорде сидеть. Ну, это тоже, в принципе, хорошо. Это, значит, жизнь бурлит, работа, дела, дом, семья, там, это все это лучше даже, чем этим всем увлекаться. Потому что я уже оцениваю твой новый микрофон на твоих новых видосах, прям огонь. Чувствуется, ну, разница, конечно, самого инструмента. Так. Блин, ну если музыка палевная, ну сколько там, ну максимум недели, по-моему, YouTube банит право проводить трансляции за подобное палево.
Но, надеюсь, они не найдут. Так, сегодня у нас что у нас? Сегодня воскресенье, 23 января. Один из немногих стримов, который проводится не вечером. Тем более выходной. Я хотел сегодня что-нибудь записать, но... Что у меня... Творческий кризис. Вот. Так что оставлю все записи на следующую неделю. У меня была даже мысль проводить параллельные какие-то трансляции, может быть, с ТикТоком. Вот, но пока не знаю даже. Это ж надо с телефона, наверное. Да, мой прошлый конфиг был вообще лютый трэш. Ну, у тебя там, да, я помню, микрофон был такой простенький достаточно. Вот. Но главная подача, понимаешь? У тебя волшебная подача — это самое главное. Че, еще чуть-чуть подожду и запущу игрушку. Я не знаю, мне вот эти предстартовые беседы, стоит их оставлять в итоге или нет. Я их оставляю, вот, но никого они не напрягают, интересно, по факту. Надо ставить отметку, что типа игра начинается с этого момента. Наверное, так. Чтобы на нее можно было сразу переключиться. Так. Виктория, приветствую с Нориком. Привет, Виктория, привет, Норик. Рад вас видеть. Сейчас запускаемся уже. Не будем тянуть. Так, нужно рамку поставить. Сделать себя еще мини. Так, что там еще надо было сделать? Убираем back. Выбираем себя большого. Вот так. Он разбойничает, не даст смотреть, но я постараюсь. Ну ничего, надо... Главное — это те, кто с нами рядом. Ну вот, стрим можно всегда в записи посмотреть, если что. Так что, в принципе... Так, вроде запустилось, да? Угу. Угу. Что у нас было? У нас прошлая серия была очень грустная, прям такая она, ну ладно, может быть, не очень грустная, но такая достаточно животрепещущая. Ну вот, я прям о ней потом думал, когда мы закончили, думаю, блин. Я ее даже, по-моему, назвал как-то. Очень грустная серия, что ли, или что-то как-то так. Я хочу прямой эфир участвовать в игре. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем, посмотрим. Может быть, будет какой-то еще интерактивчик, как в прошлый раз. Если удастся, получится. У нас, потому что, насколько я помню, осталась последняя глава вот сейчас, во второй книге. «Сея ветер». Это у нас получается 14 глава. И потом у нас 3 книга, да? Что она вообще мрачная какая-то прям. Ладно. Лады, играй, бро, я же тоже купил этот гейм. Спасибо, Володь, большое. Я знаю, что люди, кто приходил особенно посмотреть на стрим, и кто купил, потом они больше на стрим не возвращаются, потому что тут спойлеры, кто особенно не успел пройти. Это нормальная тема. Вот. Так что, надеюсь, твое прохождение будет немножечко отличаться. И, может быть, мы об этом как-нибудь потом еще и поговорим, потому что интересно все это посмотреть. Да, счастливо, Володь. Привет мопсику передавай. Вот. Так, я надеюсь, звук в игре не слишком громкий. То, что я себе, например, убавляю в наушниках. Продолжим.
Так ты мне сам рекомендовал, я помню. Я помню, да. Так. Мы закончили, да, у нас тут сбежал, значит, Джек. Альена вышла замуж за Альф. Ну, ладно, я не буду тебя спойлерить. У тебя есть время убежать. Если ты еще не убежал, у тебя есть время это самое убежать и остаться без спойлеров. Так, подышите свежим воздухом. Ну, пойдем подышим. I can't believe you two have almost done it. You've almost won your father's earldom back. Oh, don't say that until it's actually happened. I'll see you later in the evening. Ah, there you are. I always wondered what it would have been like to grow up in a forest. Oh, it's cold. Very, very cold. When I was young, I spent a night in Ellen's cave. If it hadn't been for her soup, I would have died for sure. Наслаждайтесь моментом. Я сегодня тоже в Стиме купил игрульку о лошадях. Rival Stars Horse Racing. И гоняла там, пока не увидела, что на часах время стрима. Но у нас сегодня будет недолгий очень стрим. Потому что выходной, все отдыхают, все там с семьями, с друзьями, либо просто в своих делах. Вот. Если у кого-то нашлось время забежать, заглянуть, вот как у тебя, у Володи, мне очень приятно. Вот. Но много времени я у вас сегодня не отниму. Наслаждайтесь моментом. Мы можем все тут подсвечивать всякое. Новая строительная площадка, собор. Кстати, уже очень так прилично построен собор-то. Овечье пастбище по ту сторону холмов, окрестные леса, берег реки. Здесь к берегу пристают только бревна да камни. Это мы можем все прочитать. Ричард убедил Альфреда, что нужно возвести стену. Ну, в целом, да, после таких набегов, которые мы тут претерпели. Тут не то что стену, здесь гарнизон нужен. По ту сторону холмов. Говорят, там за холмами развиваются города. Окрестные леса. Так вот, откуда прибыли к нам Эллен и Джек. Собор. С тех пор, как Альфред поговорил с Филиппом, они упорно трудятся. Собор уже почти закончен. Ну да, там уже, в общем-то, видно. Тыкать никуда нельзя. Я думаю, только на Марту можно тыкнуть. Смотрите, какая рисовка, да? И тучи, и все. Вот это прям очень красиво. Марта. What kind of soup? I think it had deer in it. Deer? Yes. Jack had caught it before we met him. I think it was the only one he ever caught. But hunting Привет, Дэниел. deer is... I know. It's punishable by death. Jack never was one for rules and laws. Right. Рад, что заглянул. Мы еще продолжаем наслаждаться моментом. Мы только-только начали. Вот вышли подышать свежим воздухом. Давайте He еще was always потыкаем. busy with something, just not with what Tom asked him to do. Jack? Yes. Yes, he was. У нас разговор о Джеке. You will be an aunt soon. What? But don't tell Alfred. I haven't told him yet. You still think marrying him was a mistake? I do. I do too. But you did it for very good reasons. So, maybe it wasn't a mistake after all. Maybe it will work. Not in a loving way, but more like a partnership. You two seeing eye to eye to each other. Maybe. But the baby is not... What was that?
Ой-ой-ой. Март. They built it too fast. Like the Babylonians, they sought to be grander than God, and for this we all have to suffer. It was the stone roof. He started building a stone roof. If Papa had still been alive, he would have stopped him. You're with child? How can you be with child if we never... My cub is gone and will never return. You threw it all away for a life of lies and a kingdom of dust. Without a cathedral, my mother will spend an eternity in hell. And by God, I hope you won't suffer the same fate for this. I can't stay. Not without work. And not like this. I'm sorry. Как резко все поменялось, There's да? no need to cry. There. We've been crying for far too long now. Where do we go from here? Рыжий, как Джек, да. Ну, походу, это и есть ребенок Джека, в общем-то. Не Альфреда. И я так понял, Альфред нас из-за этого оставил. И, в общем-то, да, нам здесь делать, походу, больше нечего, потому что задание «Покиньте Кингсбридж». Ну, можно потыкать что-нибудь. Нет? Дом снова весь в моем распоряжении. Альфред навсегда покинул Кингсбридж. Огонь погас. Ну, больше некому готовить похлебки. Строительная площадка. Тут одни развалины. И денег на восстановление нет. Корзина для шерсти. Все пропало. Все пропало. Надеюсь, сегодня не такая печальная история будет. Не знаю, Дэниел, но уже печальная. We will build a cathedral right here, Альфред ушел. towering high above Shiring. But it will not be a cheap undertaking. Money is no object. I shall build it for our Lord and my mother, so that the Lord will heal her. I am sure he will. Ah, yes, there he is. Who? We will need a master builder. My bishop, I think I have the right man. My bishop, my name is Alfred Builder. Ну, видели, да, что происходит? Альфред ушел, потому что ребенок не его, и обрушился опять собор из-за ошибок, видимо, в строительстве, не знаю. И теперь получается Том, Альфред Билдер, да, Альфред Строитель ушел к своему, к человеку, который убил его отца, строить ему собор, или что-то там он ему строить собрался, собор, походу, да. Получено достижение, конец второй книги. Все вот так вот оно переплелось, короче, в эти все переплетения. И я так понимаю, между первой и второй книгой прошло там сколько у нас? 5 или 7 лет, да? Или больше? 5 лет, по-моему. И сейчас у нас между второй и третьей книгой тоже сколько-то должно пройти. Она планировала, да, но видишь, в прошлой серии, когда мы проходили, под конец узнали, что она беременна, но не от Альфреда. Вот так вот. Произошедшие события. Вы старались вести себя как можно мягче во время разрыва с Джеком. Вы не верите в существование Божье. Вы выбрали в качестве геральдического животного льва. Вы поддержали идею Альфреда застраховать рабочих. Выйдя замуж за Альфреда, вы старались не терять надежду. Но вы навсегда покинули Кингсбридж. Вы прошли вторую книгу.
Принять. Обалдеть, мы с вами уже 2 книги Next прошли. time on the Pillars of the Earth. Witness the climactic final part of the series. It's time we take back what was taken from us. It's time to face our enemies. It is time to make a stand for what we believe in. The Pillars of the Earth. Book 3. The Eye of the Storm. Око бури. Ну, поскольку они с ним не спали ни разу, он сам догадался, что что-то не то. Вот, он такой, мы же с тобой не спали, откуда тогда ты можешь быть беременна? Каким образом? Что, начнем третью книгу? Око бури. Начать книгу. Начать книгу 3. Несохраненный прогресс будет потерян. Да. Да-да-да. The White Ship. She was one of the fastest vessels that was ever built. The man who should be king of the English now, the son of King Henry, was on board when she sailed off. And with the prince there were 140 knights and many nobles, all on their way from Normandy to England. They say the ship hit the rocks, and then a fire broke out. Even before the White Ship had departed, the prince and his men had begun to drink and get violent. Monks that were meant to bless the voyage were then forced to disembark. Some say the ship had been cursed. The king's son and many of his family were pulled down into the Black Sea that night. 1142 год. Да, получается... Сколько, подожди. Год прошел. You're forgetting one important detail. Not only these monks, but also Stephen of Blois, the king's nephew, left the ship before it embarked. They say he got ill. That old rumor. The same Stephen who calls himself the king of the English now. What? That cannot be a coincidence. Yes, it can be. Of course he's king now. He survived. He is the king's nephew. What do you think, my lord? I think Stephen is a clever man. Clever enough to have his whole family perish. But why he would want to rule that god-forsaken rock, I will never understand. What makes you say that? I love my country. Then why are you leaving? Well, because I want to see something new. I'll tell you what you're going to see. A proper country, where people know how to behave. What about you? Why are you leaving? Так, мне было незачем оставаться и разыскиваю одного человека. Я разыскиваю одного человека. Мы знаем, что Джек уплыл во Францию. For who? И мы, походу, тоже туда плывем. I guess I should stay out of other people's business. Forgive me. You English do talk a lot, don't you? I just don't know how to feel about leaving my country for the first time. I mean, how should anyone feel? Радость. Excited? Перед новым. I don't know. Maybe I'm just running away. You should all get some rest. It will not be long now till we reach Cherbourg. Thank the Lord. I can't wait to be back. Короче, мы плывем в Шербур, во французский Шербур, на поиски Джека с его сыном. Стартовая заставочка. Она, по-моему, во всех книгах одинаковая. Ладно, мы ее можем скипнуть? Не можем. Поэтому посмотрим.
Можем пока себе что-нибудь там, чайку налить, не знаю, водички. Сделать бутербродики. Сериал, который вот Дэниел мне скинул по этой книге, по этой истории, я пока не смотрел, я его себе сохранил, чтобы не нахвататься спойлеров на тот момент. Но я хочу его посмотреть, когда мы игру закончим. Книга 3. Око бури. Глава 15. Путешествие. Шербур, Нормандия. In the late summer of 1142, I had left my home country, England, for good. My old life lay in shambles, as did my former home of Kingsbridge. Having failed both my friends and family, I had set out to find my baby's father, the man I still loved with all my heart, Jack Jackson. And so early one morning in July, I finally arrived on the shores of Normandy. With nothing on me but a pouch of coin and a young, curious face yet unnamed, who was just as unfamiliar to this new world as was I. Белый корабль. Изучить. Крушение белого корабля, 1120 год. Один из самых быстрых кораблей того времени. Его капитаном был сын капитана Моры, того корабля, на котором Вильгельм Завоеватель вторгся в Англию в 1066 году. Как и его отец, до него он с радостью предложил свой корабль Генриху, возвращавшемуся из нормандского порта Барфлер, тому самому Генриху, что должен был стать королем Англии. Но, как и все несчастные, кто поднялся на борт такого корабля, Генрих не пережил путешествия. Во тьме ночи корабль напоролся на камни, и на борту начался пожар. Корабль погрузился в морскую пучину вместе с большей частью королевской семьи. Стефан Буласский также должен был быть на борту. Но, как говорят, внезапное недомогание побудило его вместе с несколькими монахами сойти с корабля перед отплытием. Стефан — это тот король, который сейчас, которого вы помните, который был, который нас раздевал. Вот. Не знаю, что сейчас с ним. Там гражданская война, по-моему, продолжается. Не то, что гражданская, ладно, это война за трон, можно так сказать. Проследить маршрут Джека по континентальной Европе. Ничего себе, такое задание. Так. Корабль, каменщик, Шербур. Ну, может, каменщик что-то подскажет. It's you. I'm just trying to get my feet used to good solid ground again. The last bit of our voyage wasn't exactly my pint of ale. Ты каменщик, да? That hammer you're carrying, do you happen to be a mason? Actually, I am. You have a keen eye, mistress. I guess I just know a mason when I see one. To be honest, I haven't been one long. Just finished my apprenticeship in Salisbury. Before that, I used to shear sheep with my parents, but I guess that wasn't really for me. Father still hates me for leaving, though. Я тоже оставила прежнюю жизнь за спиной, я ищу одного человека, и где каменщик может найти работу в этих краях? Давайте спросим, где можно найти работу каменщика. Джек же тоже занимался камнем. So you'll just travel from town to town and look for employment? Right. And I'll start in Lassay. A fellow mason told me about the abbey there. He said these Normans build their churches quite differently than we do back home. I need to see that with my own eyes. Maybe learn a thing or two. Может, Джек отправился в аббатство в Лессе? Может быть. Много ли каменщиков отправляется в Лессе? Do many masons go to Lassay? I don't know. Думаю, вернется Виктория. Думаю, да. The mason who told me just happened to do some repairs there once. Сильная там любовь была. It's likely he told others as well. Пум-пум-пум. Давай, я тоже ищу одного человека. I'm looking for someone. A red-haired mason called Jack Jackson. He came to France about a year ago or so.
A fellow Mason, great. Unfortunately, I wouldn't know a thing. After all, I just arrived here with you. I know, but should you meet someone like that on your journey, tell him Aliena of Shiring is looking for him. All right. Jack Jackson. I'll keep an eye out for you. Thank you. Я тоже оставила прежнюю жизнь за спиной. I left my old life as well. Scary, isn't it? To start fresh and all that. Well, you definitely sound more excited than scared. Oh, I am excited. Wouldn't anyone be? I don't know. Maybe. Что ж, идем. Have a safe journey. Наболтались и хватит. You too. Бум, Александра. Саша, привет. Ты пришла на прохождение посмотреть? У нас тут прохождение столпов земли. Это чтоб потом я тебе не говорил, что я тебя игнорю и смотрю. Не люблю, ну да-да-да. Но я тебя приглашаю всегда на разговорные стримы, понимаешь, где мы болтаем, общаемся, делимся мнениями там и так далее. А на прохождениях я особо, что ж, знаешь, не болтаю. Ну, спасибо большое, что пришла. Даже хоть на минуточку заглянула, мне очень приятно, Саша, спасибо. Так, прилавок. Возница. У нас, значит, что получается? Джек мог отправиться в Лессе, да? Отсюда мы никуда уйти не можем, да? Возница, я так понимаю, это что-то типа перемещений. Между городами или что-то типа того, да? Карта сдвигается. Ой, там барашек, смотрите. И все. Пойдем к прилавкам, может быть, что-то удастся узнать. Будет ли там диалог какой-то. Мне до твоего разговорного стрима идти 4 минуты. Кстати, это самое... Спрошу тебя, вы ходили на Человека-паука? Потому что мы хотим сегодня пойти вечером. Если что. По-моему, даже билеты куплены уже. Ходили? Жаль. На Кингсмана? Так, началось тут, началось. Спокойно. Поесть? Ну, поесть можно, да, после этого. После кино. Ну, давай подумаем потом об этом. Можно будет сходить, что-нибудь перекусить. Так, возница. А можно потыкать Джеку на прилавке? Нет, нельзя. Да ладно, возница. Hey you. Hey you. That's quite a bundle you got there. Where are you headed? Куда путь держишь? Ты не видела рыжеволосого каменщика? Ну, это был год назад, да, там, плюс-минус. Ну, все равно, ладно. Have you seen a red-haired mason? You must have landed here sometime late last summer. Another ginger in Normandy? I wouldn't have noticed, even if he was carrying a hammer instead of a fishing rod. Maybe you should ask someone in Barfleur. That's where all the travellers come through, the pilgrims and kings. Their lot rarely lands in Cherbourg, with the fortress passing back and forth between Stephen of Blois and Geoffrey of Anjou. Why you even came to Cherbourg in the first place baffles me. It was the earliest ship I could get. You must be in some hurry, madam. Let's just say I needed to get away before I changed my mind. Fine with me. Who am I to judge? Может, кто-нибудь видел Джека в Барфлёре? Какие еще есть пути? What other routes are there besides going through Barfleur? Oh, I don't know, really. You need to ask the locals about that. But Barfleur sounds like a good place to start. Shake my hand and I'll take you there. Так, погоди. Travelling by coach is a lot less strenuous than walking. Your little worm deserves some warmth and a rocking carriage. Да, это понятно. У нас, по-моему, все, да? Тут остались прилавки. И прилавки, и все. А, вот мужик какой-то. Не Джек. Рыжий не Джек. Good day.
I am looking for someone. A traveler who came through here last summer. Oh, hush now. I need to talk to this man. Looks young. He was born at the beginning of summer. What's his name? I haven't given him one yet. You should. He needs to know who he is. Makes growing up a lot easier. You said you're looking for someone. Вообще-то он похож на тебя. Да, батю ищет. Батю ищет в Нормандии, во Франции. Но не знаю, насколько эти поиски продлятся. Looks a bit like you, actually. A bit more boyish, though. Там все рыжие, видишь, в So he Нормандии. has red hair, but no beard. Well, I don't know every redhead around these parts. There are quite a few of us. Most of my family here in Cherbourg is ginger. Oh, his name is Jack Jackson, and he is a mason. No. No, sorry. I haven't seen him. And I come here every day. Maybe May saw him. She helps the sailors get their cargo to the nearby towns. Carries travelers, too. I'll ask her. Thank you. Барфлер — это единственное направление отсюда? Apart from Barfleur, what other ports do people commonly use to get into France? Apart from Barfleur? Well, there's Harfleur. Sometimes people even go through Honfleur, which is close by. You could ask May to take you. I might. Thank you for your help. I'm afraid I can't help it. You really are quite like him. Maybe I should become a mason then. Would definitely pay more than being a fisherman. Have a safe journey. Спасибо, дядька. Мог сойти на берег в Барфлёре или Арфлёре. Какой вообще, да... Нормандские гавани изучить. То есть, это тоже гавани, короче. Он мог не только сюда приплыть, но мог приплыть в любую другую гавань по соседству. Нормандские гавани, Франция, находящаяся за морем, для англичан является главным связующим звеном на пути вглубь материковой части Европы. На побережье расположено несколько крупных гаваней. Один из главных портов, где высаживались англичане, Барфлёр, где существовала также одна из важнейших для Нормандии судостроительных верфей. Это наиболее популярный у правителей и знати гавань. Другой крупный морской порт Арфлёр, служивший таковым еще во времена древних калитов. Римская дорога вела от Арфлёра прямиком до Труа. Совсем неподалеку от Арфлёра располагалась небольшая гавань Онфлёр. Кошмар какой. Шербур был популярен в основном у рыбаков, но с недавнего времени стал центром политического конфликта. За право владения этим городом постоянно сражаются Стефан Английский и нормандец Жоффуа Анжуйский, супруг королевы Мод. Как мы с вами знаем, Нормандия частями когда-то была частью Англии, но потом перестала быть таковой. Так бы сейчас была еще Англия, представьте, на континенте. Проследить маршрут Джека. Так, значит, Лессе у нас там строится собор. Хороший вариант. Гавани возможно, но кто там вспомнит рыжего паренька год спустя? You know, I reserved a cozy spot just for you. Есть какие-то мысли, если кто-то еще живой? Кто следил за всеми этими орфлерами? Ты знаешь, как добраться до Лессе? Do you know the road to Lesse? Been there, seen it. But I hope you're not planning to go there on foot. Tell you what, you give me some coins and I'll treat you to me wagon. You can even change your destination once we're on the road. What'd you say? Живи, рискуй. Жаль, как пчела, да. Сашка, ты прям сегодня смотрю, это за все стримы пропущенные. Персичек. Ну, поехали, короче, из Шербура, в общем-то, мы здесь со всеми поболтали. All right. Where do you need to be?
Куда нам нужно добраться? С одной стороны, Лессе, как бы, да, направление хорошее, но там опять же строят собор. А Джек ушел у нас со стройки, потому что, ну, в общем-то, разочаровался в монахах и все такое. Не думаю, что он готов был пойти опять к этим же монахам на работу. Мы живы и с интересом глядим. Норик разбойничает. Норик сейчас активная фаза бодрствования. Вот. С другой стороны, что у нас есть? У нас есть гавани. Барфлер — главный порт Франции. Тут всякие короли, да, высаживаются, всякая знать. Лессе под вопросом. Харфлер. Да не, что-то совсем другое. Может, плотник какой-нибудь лодки делает? Вообще он был каменщиком. В прошлых этих он освоил профессию каменщика, но я думаю, что в какой бы мы город ни пошли, в любом случае в каждом есть какая-то своя история. Я бы отправился, наверное, в Харфлер. Поедемте в Харфлер. Харфлер. I arrived in Harfleur and finally got a lead. In an inn, a man remembered a red-haired Englishman who had planned to head past Lessay to the Mont Saint-Michel. I thanked him and was about to leave when a group of pilgrims asked me over to their table. They told me that they too were heading for Mont Saint-Michel, and although they had no intentions to stop in Lessay, I knew that joining a group would be a lot safer than traveling alone. У него из-за психологической травмы, возможно. Или устроился на какой-нибудь виноградник. Сен-Мишель. Ну, поехали в Мон-Сен-Мишель. Вместе с паломниками. Король Лич, приветствую вас. Увы, не смогу смотреть «Домой еду с работы». Коммент чисто для поддержки духа. Король, спасибо большое. Очень рад, что заглянул. Давно тебя не видел. Удачных тебе остатков выходных. Как Челентано делает вино. Да-да-да, под музычку. Сан-Мишель, вот этот Монт Сан-Мишель, очень красивый собор, есть клевые красивые фотографии с ним, как он сейчас выглядит. Вот эта коса, которая идет по побережью морскому. Скульпторов со всех дел. I remembered Jack's fascination with these tellers of stories. I spoke to one who was just taking a break. As it happened, he had indeed met Jack, although not in Mont Saint-Michel, but on a road heading east. Спасибо, король Лич, что заглянул. Почаще заглядывай. Apparently, Jack had been hopelessly tracking Jongleur, who might have known his father, Jack Cherbourg. But as he'd been gradually running out of money, he'd intended to look for work in Le Mans or Tours. That was about 6 months ago. I was catching up. То есть, короче, пока мы вроде как правильно движемся, да? Мы уже... Он год или полтора назад, да, получается? 1,5 года назад он бежал во Францию. Мы уже отыграли год пути. Куда он мог отправиться? В Ле-Ман или в Тур? Ну, давайте в Тур. Он такой, он на картиночке более такой радостный. Самое место для министреля. Делаем ставки, за каким делаем его найдем. Видишь, он уже мог податься в министрели. Ну, поехали в Тур.
Нас эта возница катает, просто обогатилась на нас. Спустя 2 месяца пути. Тур, Центральная Франция. Тут тоже строится какой-то собор. Мадама. Что у нас? Я не дам малышу имя, пока не найду Джека. Любовь элегии. Книга, которая начинает разваливаться. Поспрашивайте, не видел ли кто-нибудь Джека. Важный господин. Ну, это какой-то прораб, походу. Статуя Девы Марии. Тут у нас чертежи церкви. Стрельчатая арка. Стройплощадка. Ну-ка, статуя Девы Марии. Ничего. Мы с тобой обе знаем одно. Нелегко быть матерью. Ладно, господин. Good day. Are you the master builder? What is it? I'm looking for a mason who may have passed through here. An Englishman with carroty hair. He calls himself Jack Jackson. A redhead? Yes. Did you see him? He might have asked for work here. No, I'm not looking for new masons. We're just doing repairs. Ah, but was he here? No, never seen him. Now, stand back, woman. Something could fall on your baby's head. Можно мне поговорить с вашими рабочими? Ребенок уже вырастет, пока мы найдем Джека, да. May I talk to your workers? No, they're busy. And I can assure you they have nothing to say on that matter. А что ты Perhaps такой I'll talk to them подозрительный? once they've finished for the day. It would be a waste of time. Вы заколебались. Заколеблились. Заколебались. Когда я упоминала рыжие волосы. Упомянула на рыжие волосы. You hesitated when I mentioned a redhead. Are you sure you haven't seen him? Yes, I am sure. Что-то подозрительное. Я вам не верю. I don't believe you. Well, that's your problem, not mine. Why won't you tell me what you know? All right, he was here. Was working for me. But I had to throw him out after 2 or 3 days. Why? Because he was all want. Let me redesign the roof, let me make the nave lighter. All pretty ideas, but he never shut up long enough to do the work he was supposed to do. Shit, that man was almost as needy as my son when he was still a brat. He does know a lot about his craft. Well, I know masons like him. Не заплатил ему They 100 grow долларов. up gifted, but without a Возможно. mote of discipline in their guts. Но Джек тот еще, Can't конечно, work with этот someone like хулиган. Do you know where he went next? No idea. Maybe to Limoges or Angoulême. Maybe even to La Rochelle. Seemed to have plans for every cathedral on God's green earth, but none for himself. I understand. I'll leave you to it then. Bon voyage. Да. Поиски усложнились. Чего сразу-то не сказал? Так раздражает, когда информацию приходится вытаскивать. Но, видимо, постеснялся, не знаю. Не знаю. Сейчас в конечной точке там еще 3 таких дамочек с детьми встретим. И все рыжеголовые, да? Центр ремесел. Лимож. Ангулем. Еще один строящийся собор. Ля Рошель. Крупный и свободный портовый город. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, пока интуиция нас вела правильно. На логику здесь полагаться, в общем-то, не приходится. Здесь реально удача, интуиция. Бомж-вояж. Ну да. У нас с такими путешествиями скоро как раз, да, наступит бомж-вояж.
процветающий центр ремесел. Но мы знаем Джека, да, амбициозный, уязвленный. Процветающий центр ремесел — идеальное место для него. Потому что он считает, что знает больше всех, лучше всех. И мог решить, что здесь его знания оценят по достоинству. Ангулем просто еще один строящийся собор, да, ничего такого примечательного. Портовый город, портовый крупный свободный город Ля-Рошель. Ну, не знаю. Я за Лимож. Но если бы он хотел вернуться, мне кажется, в портовый город, он бы вернулся ближе туда, на север, в Лиссе, где строится точно такой же собор. Там больше рыжеголовых, больше собратьев. Мы поехали в Лимож. We had just left Tours when I suddenly felt dizzy. I stopped and made rest, trying to catch my breath, then lost my breakfast in a ditch at the side of the road. To my horror, our baby too had grown pale, his breath shallow like that of an old man. I tried not to panic, but the next inn was a long distance away and we couldn't stay on the road where it was wet and cold. Так, спокойно. Добраться до Пуатье, либо вернуться и отдохнуть. Я думаю, что стоит вернуться, потому что это не близкий путь, Пуатье. Если ребенок больной, то лучше не рисковать. Back in Tours, the fever got worse. I remember people carrying me into a room, laying me on a bed. I tried to feed my baby, but after that everything turned into a blur. When I awoke, Jack was standing next to my bed. Ну, это галюны пошли, походу. He scolded me for following him. You know you could go anywhere you want, he whispered. Why be stupid and follow me? I tried to answer, but he just opened the window and jumped out, heading toward ancient Greece, or maybe all the way to Arabia. And in my feverish mind, I followed him. Пу-пу-пу. Родина философии, колыбель цивилизации. Я так понимаю, мы сейчас в галюнах своих находимся, да? Ну, поехали в Аравию. Алина так изменилась, узнает ли ее к старости Джек, если поиски затянутся. For years I'd been fighting for my family. I'd committed myself to an oath to my father. I'd built up a business to sustain it and even married a man I despised so I could create a future for the people around me. I'd known nothing but my duty to the men in my life, while the man I was trying to find lived a life of casual irresponsibility. He traveled the world on a whim to learn about mathematics and philosophy, while I had to raise the child he'd fathered. When could I ever do anything just for myself? I asked the world as I went on. Ну, мать, ты сама выбрала такой путь. Кингсбридж, место великого падения. То мы возвращаемся в своих галюнах в Кингсбридж. I travelled in a circle all the way to the edge of the world and back, only to return to the place of our failure. With my eyes closed, I listened to the sound of ripping yarn and crumbling walls, and of coaches carrying good people away into a cloud of crimson dust. When the last moat had settled, I opened my eyes again and found myself in a dirty little room. An old maid was sitting next to my bed and smiled at me, then handed me my baby. Oh, dear God, he still looked so pale. Давайте согреем его. The more I tried to keep him warm, the colder he felt. Oh, please,
God, let him live. Don't punish him for my own sins. I gently caressed his head until finally he put his mouth to my breast and drank more and more, becoming greedier with every swallow. We had both been spared. We rested one more day. Then I gathered my things and headed back to the cathedral to thank the Lord for his mercy. Но ведь, мне кажется, можно было здесь и помереть. Ну, по крайней мере, ребенку. Надо возблагодарить Господа за то, что Он сохранил жизнь нашему ребенку. Но сначала... Нельзя, да? Нельзя, ладно. Хорошо, что вернулись. Да, я думаю, что это был правильный выход, потому что здесь, в принципе, реально можно кого-то иногда потерять. Да, до города, я думаю, да, не добрались бы. Слишком большое расстояние. Так, может быть, перед статуей нужно помолиться. Да, собор-то, наверное, там закрыт. Сейчас стройка идет. I thank you, dear Lord. All right, steady now. I thank you for having spared my child. I thank you for... Don't let go until it's done. But why are you showing mercy on me? I failed everyone I cared about. I failed Jack. I failed my brother. And if I never return, I would also break the oath I had given Father. It's just that I feel like I've never had a life of my own. I've always fought for others. And this may be the very first time that I fight for something that I only want for myself. Maybe I should just go back and help rebuild Kingsbridge. Maybe Jack doesn't even care for me anymore. Amen. Huh. Что это за статуя? А, кстати, знакомый модильон. I've seen one of those before. It's amazing, isn't it? The man who did that really had it in him. Что ему дано? Это стопудово джековский модильон. Сейчас что-то упадет, да. Я тоже так сначала подумал, что сейчас, не дай бог, грохнется этот каменный там что-то там. Парапет, не знаю. Но мне кажется, нас обманул прораб. Вот этот лысый, который здесь был. Потому что этот же, такие же вот модильоны делал Джек в Кингсбридже. Что ему дано? The spirit of a true mason. It's a shame that the master let him go. In just 1 month, he did so many things. За месяц? А мне сказали, что он продержался всего 3 дня. The master builder said he'd fired him after just 3 days. Да, никому нельзя верить. Did he? Well, maybe that's how he remembers it. The two didn't really see eye to eye, you know? To tell you the truth, everyone thinks that he feared for his own job having someone like that around. The last thing Jack did was carve that corbel. It was the one thing the master let him do. Then when he was done, he was asked to leave. Мастер сказал, что Джек не соблюдал дисциплину. Мы сейчас будем больше узнавать по Джеку. Let me tell you something. Jack worked very hard on it. He was impatient and had a temper, but you could see that he tried to overcome it. Conquering that rock was very important to him. Oh, I understand that so well. Do you happen to know where he went next? He wanted to walk the pilgrim trail to Santьяго de Compostela. Santьяго de Compostela. The way of St. James. He said he might find someone there who knew his father. Не целиком, но Just частично. one more thing. How was he when he left? Never thought about that. Relieved, I guess. He seemed ready for something new. Thank you so much for your help. Think nothing of it. And good luck on your travels. May you find what you are looking for.
Это очень длинный путь. Тем, кто прошел его, прощаются грехи. Его можно проходить даже не одним разом, а в течение нескольких лет возвращаться и идти дальше. Just when you stop looking, you come across the most curious of things. Like these 3 devices that one of my merchants brought back from Baghdad. Oh no. Is it another one of your Banu Musa toys, Rashid? They're not toys, Adriel. They're objects of scholarly ingenuity and Бегает от элементов. I will let my valued friend from the north do the honors. Джек, да у тебя борода выросла. Jack, if you may. Что это за статуя? Статуя Богородицы, маленький контейнер, устройство с птичкой. Что у нас еще есть тут? Слот. Устройство ослик. Although the most astounding thing of all stands right between them. Маленький контейнер. Маленький контейнер. Precisely. Оп, ничего себе, тут One thing at a time. загробастали. Let us let Jack decide what to demonstrate А, first. крепление для емкости с водой, миска с водой. Ну давай. Все же вроде логично. Заполнено водой. Совращаем. Это что, чайник какой-то? And now, А что теперь? Jack will heat the water in the tank. Свечка. И раз. He likes to take his time, doesn't he? Не люблю, да я из всех сил просто спешу. Раз. It's so beautiful it will make you cry. Just listen. Бану Муса изучить. Бану Муса. Или Бану Муса. Братья, известные под общим именем Бану Муса, сыновья Мусы. 3 ученых персидского происхождения, жившие в Багдаде в IX веке. Их самый известный труд – «Книга изобретений», большой иллюстрированный сборник, посвященный механическим приспособлениям и машинам. В основном эти механизмы создавались с развлекательной целью, но в них использовались новаторские для своего времени инженерные технологии. Братья писали также книги по астрономии, астрологии и геометрии. Их исследования в области геометрии оказали влияние как на исламских, так и на европейских математиков. Well, how marvelous! Marvelous. How does it work? Maybe it's a miracle. Басим, хватит хохотать. Go on, Jack. Tell them. Держимо злым духом. Ладно, объясним. There's a hidden wheel inside the box. It turns an axle that in return raises and drops a sequence of small cylinders inside. These cylinders work like fingers playing a flute. But who is blowing into the flute? Steam. Steam? Yes. When I opened the pipe, it gradually pushed itself into the tube. The power of steam. For once, I must agree. This is brilliant. Of course! It was created by a Muslim after all. Let's not get ahead of ourselves. What else have you got, Rashid? Anyone care for some tea? Aisha. Thank you, my daughter. We will have some as soon as Jack has finished our presentation. Mind if I watch? Of course not. So, who is this man, Rashid? Да не про меня. Jack is a friend of the house. A brilliant man, a scholar and a talented artist.
Статуя Богородицы. On second thought, why don't you save the lady for last? Otherwise, the other two devices might appear bland and boring in comparison. Ну ладно. I agree. У нас ослик еще есть, да? Устройство ослик. Just the other day, he explained Euclid to me. Эй. What is that? Эй. Ослик. A Greek who wrote a book called The Elements. Так, что-то ослик не пикается, да, у нас? Небольшой стол. The Egyptians translated it into Arabic, and now the Englishmen are turning it into Latin. Так, секунду. How very peculiar. Ослик. Его приводит в действие простая вода. Угу. Одна из новых игрушек, да? Тут можно где-то чем-то еще воду взять? Или все тот же контейнер нам нужен? Раз. Понятно. I could watch this man scoop up water all day. Элегантно. Now, watch the head. Just any moment now. There. Did you see? It threw up. Rashid, this is disgusting. Oh, far from it. Would you kindly explain how it works, Jack? Конечно. Давайте объясним. You see that bowl floating on top of the water? At the bottom of that bowl is a small hole. Through it, the bowl is slowly filled with liquid. Once it's full, it sinks, pulling a string which makes the ball drop onto a weight. This, in return, pulls the bowl up again, emptying it in the process. Thus, resetting the entire mechanism. If you timed it perfectly, you could make it drop a ball at every hour. Turning it into a clock. How clever. For me, it's still nothing more than a puking donkey. Show us more, Rashid. One could join those two and build a singing donkey clock. One song after every hour. А, это хорошая идея. That would be pretty clever. I know, right? You could be the one to build it. Oh, that would be unfair. It's your invention. I would let you have it. Or we design it together. Началось. Что началось-то у нас там? Это сын. You still haven't shown us that statuette yet. Of course. Jack, if you may. Статуя Богородицы. Простое дерево с каменными глазами. Никаких механизмов или хитроумных устройств. Oh, you will love this. Just watch. Надо положить в прохладное место. Вот тенистое место. На этот столичек запримите. And now? Just be patient, but don't look away. It takes some time for her to... To do what? Hmm? Is it crying? Isn't that amazing? No, it's irritating. Rashid, what is going on? Мы не знаем сами. We have no idea how it works. Rashid, please. We all know that there is no such thing as a man-made miracle. And this piece of wood is very clearly made by man. I very much agree, my friends. Да, тут But so far,
Адаптируют они. Иногда очень странно переводы. All we know for certain is that her glassy eyes shed tears when you move her from warmth into cold. Like a plant at sunrise? Like dew? The only difference is the surface, that's all. Ну давайте это, не будем тут развивать никаких линий побочных. У нас есть одна рыжая наша Алиенна. She's right. Of course, I had no intention of disturbing your conversation. But if you can find out why there's dew gathering on a plant, you may understand why that woman is so weepy. So, who wants a cup of tea? I'll have some. Your daughter is quite something, Rashid. A scholar in her own right. I know. I'd rather she wasn't. It would make marrying her off so much easier. Oh, I'm certain that won't stay a problem for long. Maybe the dew originates from invisible water in the air. Water that stays hidden when it's hot. На пути святого Иакова. Я прям все время такая маленькая задержка стоит на стриме. Даже странно. In the foothills of the Pyrenees. There, the group of 20 or so pilgrims who had been travelling alongside me since I'd left Tours swelled to about 70. Some were prosperous citizens, some probably on the run from justice, a few drunks, and several monks and clergymen. Several languages were spoken, including Flemish, a German tongue, and a southern French language called Oc. Nevertheless, there was no lack of communication among them, and as we crossed the Pyrenees, they sang, played games, told stories, and in several cases had love affairs. While my baby and I kept mostly to ourselves. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Hush now, hmm? Давайте напевать песню. Я не понимаю немецкий, если кто-то понимает. Kann ein Mann nicht einfach mal seine Ruhe haben? Der Weg aus Babenberg war doch anstrengend genug. Качать, мол, я не хочу идти на прогулку, мы только на присели на ночлег. Stimmt doch, oder? Jetzt ist's aber gut. Да, она поет саундтрек. Мне, конечно, нравится эта история, когда мы с новорожденным ребенком пошла в путешествие по Франции того времени. Да, ну она отчаялась просто. Там была череда отчаянных событий, и она, как Жанна Дарк, отправилась в Нормандию. Так. Ладно, паломники, извините. Дети плачут, что поделать? He has to cry himself out before he'll fall asleep. It will give you a strong voice one day, won't it? Do you have children? Короче, они неразговорчивые, да? Ну давайте еще с ними поболтаем. How long have you been traveling to get here? Прям как мне в ночь воскресенья перед работой. Надо хорошенько выплакаться, да. I am sorry.
We'll go for a walk, so you can get some rest. Понятно. Берег реки, что там, тропинки к пути Святого Якова, немецкий пилигрим. Ну, пойдем к реке, чтоб нас комары зажрали там. Хотя мы, в общем-то, и так, походу, у реки сидим. Тоже надо выплакаться, да, я понял. Без этого никуда. Слепая женщина плачет. Река Агра. Большинство паломников останавливаются здесь. Но я подумал, что реке будет потише. Так, что-то она, по-моему, не в себе. Dear Lord, what are you doing? You should get out of the water. It's freezing. My ring. I lost my ring. Dear Lord, please show mercy. Интересно, как Джек сейчас выглядит. Помогите женщине, ну давайте. Where are you? Where did you go? Как я ей помогу? The cold will kill you. I can't leave without my ring. Может, это с мужчинами поговорить, немецкими. Искать кольцо. Искать кольцо. А вон оно блестит. На берегу, не вот это вот. Или это светлячок? Ой, женщина, нашли мы твое кольцо. I found it. Вылазь давай. Yes! Oh, thank you. Thank you so much. You are a very kind woman. So very, very kind. I'm glad I could help. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. Ну как, тебе уже теплее, спросим мы у женщины. Are you getting warmer? I am, thank you. Мне нравится эхо под мостом. Не знаю, слышите вы или нет, такая легкий, реверберация легкая такая прям. А вот как будто от камней вот этих вот, знаете, отражается звук. I can see this ring is very precious to you. Precious. It was a gift from my stepmother. She thought I would stay forever, but I didn't. Почему же ты покинула отчий Why did you дом? leave? Oh, I thought I didn't belong. She always said I was her daughter, but I was sure she was lying. I was so selfish and so stupid. Too stupid to see I really was happy. Может, давай о мачехе спросим. Расскажи о своей мачехе. She was such a kind woman. So very, very kind. Может, ты впрямь была несчастна? Maybe you really weren't happy. I don't know. I was very young and thought I was unhappy because I didn't live close to the sea. But in the end, the sea did not feel the same about me. The cold there made me sick. It took away my sight. Почему же ты не вернулась? Why didn't you go back? She had been so angry when I left. So angry and disappointed.
she would have never let me return. Ah, that's why you went on the pilgrimage. Yes, so that St. James might see my devotion, and I will be united with my mother in heaven. I'm just not as kind as you. Not kind at all. У нас немало общего. Actually, we two have quite a few things in common. I too am trying to make amends with the one man I loved the most. I was told he went straight to Santьяго. You will know soon. Not soon enough. It's still 4 weeks till I get there. He'll be there, I'm sure of it. I hope so. I just feel that with every day that passes, I'm losing him a bit more. And that the only thing I can allow myself still to hope for is not love, but forgiveness. I understand. Hey, hush now. Not long now and our journey will be over, Путь святого Иакова. Эль Камино де Сантьяго, или Путь святого Иакова, маршрут христианского паломничества в кафедральный собор города Сантьяго де Компостелло, где, по преданию, покоятся останки апостола Иакова Старшего. Наряду с паломничествами в Иерусалим и Рим это одна из важнейших для христиан дорог. Только в таком пути паломник и мог освободиться от своих грехов. К XII веку такие паломничества стали организованными, вдоль пути стала возникать инфраструктура, а также был составлен первый в истории путеводитель, так называемый Кодекс Каликстинус, Кодекс Каликста, призванный поддержать будущих паломников и укрепить их в намерении совершить паломничество. Отличительным знаком пути святого Иакова, как и символом самого апостола Иакова, является ракушка. Да. Вот я как раз в этом районе где-то, вот в районе Бильбао, я частично этот путь проходил, когда был там. По берегу океана, ну тут залив, Бискайский залив, очень красивое место. Вот. Но там реально везде инфраструктура, везде там ночлежки построены, потому что путь идет, он достаточно большой, он Францию, Испанию затрагивает. Так. Двинуться дальше по пути. The woman's name was Alba. She came from a small town somewhere in Catalonia. I quickly got used to her constantly feeling out for her stepmother's ring and the sad guilt that would always follow in her milky eyes. I wasn't sure if she appreciated my company, but I couldn't leave her on her own either. By the time we reached Los Arcos, she'd stopped talking, while I kept on dropping a kind word here and there to let her know I was still by her side. Двинуться дальше. Бургос. Alba believed herself to be of weak mind and body, and yet she walked the Camino with a strong sense of purpose that willed her onward. It made me wonder about what I'd told her about my own journey. Did I hope for love? Or was I really traveling because I needed him to forgive me? But what was there to forgive? My decision to marry Alfred had been in the best interest of the people of Shiring. It was a sacrifice I had to make to stop the evil reign of William Hamley. These questions had haunted me for a long time now. But if I really was going to see Jack soon, it was time to make up my mind. Леон. Around Lyon, the path began to gradually turn uphill. It was only 2 more weeks till we'd reached Santьяgo. The baby was in a good mood, and so, surprisingly, was Alba. After Astorga, the trail got more difficult.
Alba became slower and slower, and we had to rest more. She became quiet again. The strain on her old body grew, and she worried that she might not be able to reach the end. Still, we managed to push onward. Двигаемся, двигаемся. The next morning, she refused to get up. Her breathing was disturbingly shallow, and she hardly noticed me touching her forehead. Everything hurts, she said, and urged me to continue without her. Тут есть, да, в этом есть логика. Если мы уйдем без нее, то, может быть, быстрее настигнем Джека. Пока он там не уехал куда-нибудь на Ближний Восток уже. С другой стороны, нельзя же человека бросать одного в беде, правильно? Поэтому нужно всегда помогать. Поэтому мы останемся. Of course, I stayed with her. I brought her food and water and sat by her side. Давай, Сашка, удачи тебе в лоле. Остался с ней. She kept on urging me to go. Вечером, я надеюсь, поужинаем вместе. вместе. The monks of Ponferrada would take care of her. Остаться рядом с ней. Мне кажется, она не доживет I'd все hardly равно. known her, and most of the time she'd tried to push me away, as if she considered herself a nuisance that slowed me down and who didn't deserve company. It wasn't until a few moments before she died that, for the first time, she smiled at me, and I like to believe that she saw me smile back. I still like to believe that here, in this unlikely place, dying next to a near stranger, she'd found a moment of serenity and happiness, but she'd not reached Santьяго. When I left, that thought still haunted me. To see that a journey could come to an end so suddenly. But what would be different if she had reached Santьяgo? Could she have been disappointed by what she found? Продолжаем. Сантьяго де Компостела. Какая книга у нас длинная, да? Спустя месяц путешествую по пути Святого Якова. The child and I finally reached Santiago de Compostela. In the evening, we attended Mass in the great cathedral, then started to roam the town looking for my dear Jack. It was almost dawn when finally a priest pointed me to an inn close by. Выяснить, был ли здесь Джек. Сколько у нас стрим идет? 1,5 часа. Я думаю, можно на этом закончить. У нас прошло автосохранение. И продолжить уже, наверное, во вторник. Тут прям вот эта третья книга прям самая такая какая-то нагнетающая. И продолжить прохождение во вторник. Вечером уже, правда, на этот раз. Сейчас я себя сделаю побольше. Чтобы это... Так, вот, раз. Может быть, фон поменяем. Сделаем что-нибудь повеселее, не знаю, посмотрим. Вот. Ну, ребят, спасибо большое, что заглянули. Вот, что посмотрели. Спасибо за стрим. Да, спасибо вам большое, что пришли. Вот. Надеюсь, лагов нет, потому что он выдал мне, что видеопоток идет слишком медленно. И продолжим уже прохождение во вторник, тогда вечером. Вот. Посмотрим, чем закончится эта история. Но я думаю, что закончится она лучше, чем в прошлое. Вот. И наши герои вернутся в Англию. Мы, в принципе, это даже по стартовым роликам к третьей книге, по трейлеру заметили.
Вот. Спасибо, что пришли. Хороших вам остатков выходных. А если у вас нет выходных, хороших вам сегодня рабочих будней, хорошего вечера. Всем спасибо, ребят. Всем пока.